чем раньше ты начнешь оказывать давление на оппонента, тем тяжелее им играть. На корах, вот сколько я там играл на корах, как и на саппортах, получить там 7-й уровень возможно, 8-й, да. Вот снова тебе не хватает этого варда на руну. Потому что, ну вот битая Аквапа, да, она сейчас играет в рулетку, и она выиграла в эту рулетку. Ну, тебе должно быть немножко, ну, обидно. Всем привет, это Артем ФНГ, и сейчас я буду смотреть ваши реплеи, давать советы, как вам улучшить игру и поднять МР. А если вы хотите, чтобы я разобрал вашу игру и также вы стали играть лучше, то заходите в описание канала, смотрите, как заполнить форму и отправляйте ваши реплеи. Да, сейчас мы будем смотреть реплей от лица Варлока, человека с ником 5HP Алла или 1А1А Максим. Извини, если неправильно прочитал твой никнейм. Возраст у человека 22 года. ММР в Dota 1900, часов Dota 1400, половина наиграна в кастомках. На самом деле, ничего плохого в том, что ты кастомки играешь, нету, потому что оно тоже по-своему дает тебе знания о героях, знания об игре. Ну, сейчас посмотрим, соответственно, от твоего лица все это действие. Я включу твоими глазами. Ну, как говорится, если я уж критикую, то не обессудь, так как какой-то у меня опыт и багаж знаний имеется в этой игре. Начнем с того, что стартовый закуп у тебя, в принципе, наверное, на твой уровень игры ничего плохого ты не купил. Да, цирклетка, танго, манго, граната, есть 2 Iron Branch. Соответственно, ты выполнил какой-то базовый минимум, но рекомендация. Почти всегда покупать со старта игры центричок, вот этот центричок. Потому что если тебе заблочить смолкэмп, ну согласись, неприятно будет. И всегда хочется также заблочить и enemy большой кэмп, чтобы они не пулили. Здесь, конечно, на твоем рангах сложно угадать, да, что тут по ролям будет, потому что я вижу тут и пак вроде мид, и Void Spirit мид, и ДБ мид, но не суть. Суть в том, что так или иначе ты стоишь не самую сложную линию, у тебя герой, который с тобой на линии тяжело умирает, но есть сразу, да, первая такая загвоздка, это у тебя нету прямой идеи, как ты хочешь лейнить. Начнем с мелочей. Как известно, у каждого героя есть встроенное сопротивление магии. Вот, например, у Void Spirit это 29%. Соответственно, у нас хил наносит одинаковое количество урона и лечения, и поэтому тебе выгоднее в целом нажимать хил на союзника. Ну, или на себя, потому что он будет на энное количество процентов эффективнее. Но здесь не так плохо, потому что ты пришел, ты не видишь второго героя, ты, соответственно, начинаешь, ну, просто их как бы потихонечку забивать, поэтому в целом все окей. Но тем не менее, вообще выгоднее часто качать Fatal Bonds, потому что ты как раз запушишь пачку, и тебе на варлоке не нужно будет блочить большой кэмп. Вот ты его сейчас, как видишь, сам заблочил, хотя пачку ты уже распушил. Соответственно, если бы ты еще и качнул банды, еще сильнее запушил, сильнее бы пробил оппонента, было бы вообще замечательно. Ну, и здесь я вот вижу по тому, как ты двигаешь экран, ты используешь не края экрана, а, скорее всего, клик мышки. Соответственно, ну, передвигая вот так вот экран, делаешь очень крутую вещь, но не понимаешь, как ей эффективно пользоваться. Почему вот это использование камеры вот так очень эффективно? Потому что ты можешь резко перевестись и посмотреть, где находится пачка, и понять, нужно тебе запулить или нет. Потому что вот здесь, например, ты сейчас думаешь о том, как бы побить этого ДБ, чтобы ему было неприятно, тебе было приятно, но на самом деле тебе просто нужно попытаться выпулить смолкэмп, потому что, ну, Void Spirit пачка далеко стоит, а ты не хочешь так далеко лейнить. Ну и плюс ты можешь задинать пару крипов, если ты уже там хочешь быть супер-профессионалом, ты выпулишь там не всю пачку, а 2 крипов, убьешь, например, рейндж крипа, убьешь мили крипа, и вы уже потихонечку начинаете эту линию выигрывать. Замечание все же, ты не купил центричок. Если бы, например, ДБ купил центрак и заблочил тебе сразу с нулевой маленький кэмп, то ты бы уже не был бы в таком шоколаде. Тебе пришлось бы свой там бесконечно делить экспу, соответственно, у вайда меньше экспы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это все мелочи, но, опять же, они все сами по себе стакаются. Ну, и здесь ты попытался стакнуть, я думаю, сам понимаешь, стакать нужно в хороший тайминг. Маленький кэмп, в частности, у нас стакается 55-56. Ты ударил на 57, тычка долетела на 58. Соответственно, результат, скажем так, закономерный. Ну что же, на 3-й минуте появляется Лотос. Я думаю, ты сам прекрасно знаешь, что такое Лотос. Это просто дополнительная хп и мана на линию. И, как видишь, твой Void, он дерется за Лотос, а ты пытаешься стакнуть, не стакнул. Это уже, ну, как бы неприятно твоему Войду. Так ты еще и не дерешься за этот самый Лотос. Поэтому помни про вот этот тайминг 3-й минуты. Все же нужно помогать своему керри-герою, если есть возможность забрать этот самый Лотос. Сейчас вот опять у тебя линия запушилась, ты должен по-хорошему запулить, ты пытаешься снова стакнуть в плохой тайминг. Ну и, ну ладно, в этот раз, извини, зря наехал, в этот раз стакнул, и сейчас надо, соответственно, уже наконец, да, запулить. Второй аспект, который у нас происходит обычно после линии, о котором думает каждый саппорт, это тайминг варда
у нас варды появляются 2 на старте, потом первый 1.30, третья минута 5-10. Соответственно, рано или поздно ты должен просто принести вард. Иногда ставят его на ворота двойные, чтобы не пришел, да, там с легкой какой-то герой Заганговая война. Можно поставить такой вард, абсолютно нормальный вард. Единственное, помни, что, в частности, на высоком уровне большой кэмп часто анблокается, и, соответственно, ты поставил свой опс достаточно быстро к потенциально вражескому центре варду. Соответственно, лучше было бы поставить его, ну, чуть-чуть поглубже, просто чуточку поглубже, то есть, ну, вот где-то сюда, например. А так, здесь все замечательно. Сейчас у нас следующий тайминг, это 6-я минута, это руна. У тебя еще в миде стоит не то, чтобы плохой герой, который не берет руну, но, опять же, на твоем уровне, я понимаю, что такое происходит, можно не брать руну, но важно, чтобы ты знал, что такой момент есть. Если у тебя будет герой, который зависит от батла, а, например, даже вражеский пак зависит от батла, и вот ты бы пришел и своровал у него руну щита. Приятно? Было бы приятно. Соответственно, еще маленький нюанс, который не упомянул, но я вижу, опять же, что, возможно, ты либо гайд какой-то откроешь, или, в принципе, просто понимаешь важность монопула. Это стартовый закуп. Я упомянул, в частности, Сентри, которую ты не купил. Ты купил манго для восстановления маны. Но, тем не менее, если ты будешь стоять правильно и чаще юзать спылы, тебе пригодится иногда кларетка на первые деньги. И либо же там курой донести эту кларетку. То есть ты, например, здесь принес себе базилочку, что, ну, тоже ничего плохого в ней нету. Но, как видишь, мана у тебя рано или поздно заканчивается. И как раз клареточка, она, ну, восполняет вот этот недостаток маны, потому что очень часто тебе нужно иметь именно 2 заклинания одновременно. Здесь, соответственно, вы своровали 2 алтаря мудрости, все замечательно, у тебя есть 2 книжечки, 2 книжечки дают 400 опыта, и очень часто у нас игры, игрок против игрока, построены так, что чем раньше ты начнешь оказывать давление на оппонента, тем тяжелее им играть. И здесь, соответственно, рекомендация большая тебе — это как можно чаще заюзать вот эту книжку. То есть ты считаешь, сколько там тебе 400 экспы не будет хватать, ты кушаешь книжку, соответственно, нажимаешь очень рано ульт, соответственно, нажмешь второй ульт раньше. Если ты сделаешь килл, если ты подпушишь где-то вышку, ну, игра будет становиться тяжелее и тяжелее. Соответственно, ты воскрес, полетел наверх, подрался здесь с Войдом, и вот у тебя есть ультимейт. И самый простой вариант — это найти, ну, так сказать, жертву, на кого ты его хочешь кинуть. Можешь убить, попробовать Void Spirit, но и он тяжело убивается, потому что у него есть заклинание на Escape. Можешь попробовать убить Пака, но то же самое, его просто тяжело убить. Ну и, соответственно, самый простой таргет для тебя — это вот этот Джаггер. Ты в КТП-аут можешь ему сбить и просто его с варлоком, с големом забить. Соответственно, ну, здесь просто скушать книжку, зайти в портал, и вот бы ты уже со своими друзьями убил бы тут 3. В целом ты сделал, да, там какую-то базу для своего уровня неплохо, но есть детали, которые ты можешь улучшить, которые я упоминал. Потом ты, в принципе, бесконечно дрался. Единственное, что стоит отметить мне для тебя, это то, что у тебя, когда нет ультимейта, есть вот эти время, чтобы чем-то еще другим заняться. То есть, например, здесь у тебя сейчас 2 варда. Ты, конечно, жадничаешь и заменяешь своего война, которого нет на линии, подфармливаешь, что неплохо. Но все же варды накапливаются. И нужно подумать о том, как бы где-то не спалиться и аккуратненько их поставить. Ну, здесь ты поставил неплохо. Еще можно какой-нибудь один на руну, например, поставить. Из нюансов нажимать смог, например, перед дракой тоже очень полезно, чтобы, ну, где-то глупо не умереть. Теперь по поводу выбора шмоток на суппортах. Это первое. Тебе нужно какие-то защитные артефакты, либо усиливающие твоих коров. Почему так работает? Потому что именно коры, как правило, у нас занимаются сносом или убийством объективов. То есть это, например, Тормента, Здание, Рошан, убийство вражеских героев, там, например, контроль руны и так далее. И ты на варлоке, ты не можешь выйти вперед и просто танчить для них. Это не герой, не для этого создан. Варлок — это нажать кнопочку сзади хил на своего тиммейта, где-то нажать фатал банды, где-то нажать голема, и, ну, вот так действует варлок. Соответственно, купить какой-нибудь глиммер, драмы, солар — это всегда очень приветствуется. Но при этом я никогда не отрицаю, что тот факт, что ты покупаешь Мидас, это прям совсем плохо. Это нормально. Но у тебя будет проблема скорее не в том, что ты купишь Мидас, а что после Мидаса ты еще возьмешь сверху шард. Потому что представь, как это выглядит для твоих тиммейтов. Вот у нас есть варлок 5. Ну, он купил Мидас. Ну, зато он теперь может в лейте купить много полезных шмоток. То есть Мидас — это шмотка, которая тебе позволяет, ну, как бы получать какой-то стабильный доход в игре, да? И после Мидаса ты берешь еще одну шмотку, которая, ну, как бы увеличивает твой доход. Потому что делает у нас шард на варлоке? Upheaval призывает импов, эти импы становятся сильнее.
но upheaval, когда ты юзаешь, например, в пачку, это просто тоже импы, которые убивают крипов, появляются новые импы, и ты как бы фармишь. То есть ты после одной шмотки на фарм купил еще вторую шмотку. Соответственно, после Мидаса ты мог бы купить тот же Solar, который повесить на Вайда. Void очень любит Solar, потому что ему не хватает атак-спида. Барабаны нажать в тимфайте тоже замечательно. Глиммер, Форс, это уже там больше от твоих знаний. Может быть, Lotus Orb иногда можно тоже попробовать прикупить. Если я бы, знаешь, ставил какую-то оценку тому, как ты сыграл как саппорт в этой игре, то она не была бы ниже 5. Я бы сказал, что ты там на 7, на 8 из 10 сыграл, исключая какие-то детали, о которых, возможно, ты не знал, или там просто еще, скажем так, не отработал. Но в целом все хорошо. То есть линию постоял, там какой-то прям полной фигней не маялся, варды ставил, с командой всегда ходил. То есть в целом все замечательно. И последний, наверное, аспект, который стоит затронуть, это у нас лейтгейм. В лейтгейме, в принципе, всегда очень важно две вещи от саппорта. Это А, умение держать позицию, Б, четко понимать, как работают твои кнопки. То есть здесь, если, например, обратить внимание на таланты твои, то у тебя таланты в целом неплохие. Единственное, талант на 20 уровне, скажем так, кто-то может со мной согласиться, кто-то нет, что призыв Голева при смерти это прикольно, если на тебя напали, то упал голем, но в целом на саппортах в лейте ты никогда и не должен умереть. У тебя должны быть достаточно хорошие защитные шмотки, чтобы тебя вражеским кором было противно убивать. И здесь ты купил, например, Хекс плюс Глиммер, но если бы ты, например, там купил Blink Dagger, Глиммер или Ion Disc, если тебя кто-то берсит и так далее, то ты ни разу не умрешь. Поэтому талант на 20-м, можно как бы сказать, не совсем понятен, но он и не ошибка. В лейтгейме тебе просто нужно уметь держать позицию, думать о том, как работают твои кнопки и, соответственно, умело их нажимать. Если так смотреться, у тебя 43-я минута, у тебя был Мидас, и сейчас у тебя Хекс, Глиммер. Мне кажется, Мидас продавать вообще очень мало смысла. Ты можешь бесконечно с бэквака перекладывать там те же расходники, те же досты, те же варды, поэтому Мидас, есть смысл долго тебе сохранять в частности. Сам факт Хекса, купил, потому что ты, наверное, думал, что он нужен, и здесь я не буду говорить правильно, неправильно. Те же, там на моем уровне я могу сказать, тебе тут не нужен Хекс, у тебя достаточно в команде дизейблов, но ничего плохого в этом тоже нет. Главное помни, что если есть герои, которые не позволяют тебе в лейте как суппорту держать позицию, ты это компенсируешь, скорее всего, артефактами, либо какими-то действиями, то есть ты, например, там прям глубоко становишься, или, наоборот, становишься ближе, потому что у тебя есть ее диск. А так, в целом, замечательно. Так, второй реплей у нас будет играть человек на Spirit Breaker Mid, ник Мерсер, Максим, 25 лет, ММР 5300, часов доту 5345. И самое основное первое, это когда ты играешь милишником против рейнджевика, ты хочешь делать как можно больше реагров, потому что когда ты делаешь реагр, на тебя бегут крипы, тебе проще их добивать, твои милишные крипы идут, соответственно, на вражеского героя, если он начинает тебя бить, он получает дэмэдж, и, в принципе, это на экране все соблюдается. По поводу стартового билда, не хватает мне на 100% знаний этого матчапа Borotrум Квапа, потому что я его и не видел, и сам таким не играл по поводу того, что нужно ли тебе купить танго с нулевой или не нужно. Единственное, я бы сказал, что, возможно, я бы купил танго именно потому, что потом ты принесешь пораньше брейсер, и тебе не нужно будет ждать и свиток, и танго одновременно, потому что, это может какую-то роль сыграть. Но, с другой стороны, если ты сыграл много игр на Боротруме и понимал все эти тайминги, то вопросов тогда, соответственно, нет. Единственный вопрос, соответственно, это что ты будешь делать на этом герое, и сейчас вот так вот сложилась у нас ситуация, что на сегодняшний день, например, на турнире играется очень много фурионов мид, и суть фуриона, она очень, наверное, схожа с Боротрумом. Это ты хочешь атаковать боковые линии. Единственное, это по поводу этого билда, да, все же почему Фурион мид весьма хороший, весьма успешен в своих атаках, это ранняя покупка урны. Ты заряжаешь один раз урну, соответственно, ты дальше все легче и легче делаешь киллы. Но здесь я понимаю, что ты играешь на Боротруме мид, и 2 брейсера — это вообще не ошибка. Единственный нюанс, который, например, я точно не согласен с тобой, это то, что ты купил именно апнутый стик. То есть маленький стик неплохо, ты стоишь против квапы, он потихонечку у тебя будет заряжаться. Но именно апать, тратить лишние 150 голды, как будто тебе не очень нужны. Ты вряд ли зарядишь настолько
только рано именно вот этот фуловый стик, а лишние слоты у тебя будут, потому что у тебя либо танго будет, либо ветку можно бэкпак положить. Соответственно, я бы на твоем месте попытался купить более быстрый саппорт, либо более быстрый винлейс. Но, тем не менее, тебе пока, в принципе, всего хватает, поэтому не будем, да, сильно на это внимание заострять. Ты уже попробовал сбегать ботом, все равно погиб шейкер без тебя. Ты сейчас пробуешь убить Урсу, немножко не везет тебе на баш. Ну, бывает и такое, как говорится, иногда 100%, иногда 17%. Но ты помог убить Дарквилла в топе, поэтому все замечательно. Сразу покупаешь телепорт. Здесь сразу скажу, что с одной стороны, ну, хочется тебя похвалить, ты сразу думаешь про то, что телепорт тебе обязательно иметь, потому что мало ли ты опять куда-то побежишь, с другой стороны у тебя будет телепорт, но тем не менее здесь, мне кажется, все же стоило тебе сохранить эти 100 голды, чтобы купить сапог пораньше, потому что сейчас будет какая-то драка, и, ну, вот тебе банально не хватит на сапог денег, и ты можешь побежать без сапога. И второе, сейчас вот тут я бы все же на твоем месте попробовал у Квапы руну дозабрать. Почему? Потому что она не может у тебя ее забрать. Ты всегда жмешь на нее чардж, и ты можешь хоть сразу ТП отжать. С другой стороны, ты не видишь вражеских героев, и у тебя нет варда, но это вот тоже нюанс, который ты сам можешь тоже учесть. Варды сейчас бесплатные, и каждый уважающий себя мид-игрок, он может просто купить вард, иногда даже покупает вард и сентри. В твоем случае это не обязательно, потому что вряд ли ты на Баратруме прям в Квапе вард снимешь. Но купить вард и какой-то далекий вард поставить, чтобы просто, знаете, какая активная руна досталась в Квапе, это очень-очень полезно. И, соответственно, вот этот момент ты сейчас летишь драться, защищать где-то своих коров, где-то руну экспы. За это дикий респект, что ты не АФКшишь в миде, при том, что герой у тебя максимально рассчитан на то, чтобы драться постоянно, драться рано, драться постоянно и что-то делать на карте. Ты именно летишь помогать где-то коллективу. Это очень-очень важно, потому что, ну, было бы странно, если бы ты на Баратруме мид просто сидел и ждал моря погоды, ждал каких-то непонятных моментов. Ну, еще и сверху забираешь киллы в боте. Здесь максимальный респект. Единственное, повторюсь, вот снова тебе не хватает этого варда на руну. Потому что, ну, вот битая Квапа, да, она сейчас играет в рулетку, и она выиграла в эту рулетку. Ну, тебе должно быть немножко, ну, обидно. И единственный, наверное, нюанс еще, который хочу заметить. На корах, вот сколько я там играл на корах, как и на саппортах, получить там 7 уровень возможно, 8 да. Но вот с 8 по 10-11 весьма долгое время проходит, пока ты получаешь, потому что, ну, уже действительно много экспы нужно получить. И тот факт, что ты не качаешь на 8 бульдоз, а берешь чардж, немного для меня непонятно. Насколько я помню тайминги в доте, тебе достаточно левел 3 баша, либо левел 2 чарджа, чтобы провернуть комбинацию с чардж ульт, и герой, соответственно, никак не успеет на это среагировать. А второй спел тебе дает сопротивление эффектам, то есть статус резистанс, и 8% МС. 8% МС, если посмотреть, там 360, когда ты нажмешь визы, будет там 400 с копейками, плюс чардж тебе дополнительно дает 325, явно будет больше, чем 50 дополнительный МС с левела чарджа. Поэтому 4-й чардж уже, ну вот прям точно тебе нельзя брать, потому что на 10-м у тебя весьма полезные таланты. Это либо армор, но, как правило, берут все же Night Vision. Поэтому здесь я бы сказал, что, ну, в единицу ты обязан бульдоз взять на 8-м или хотя бы на 9-м. Но и дамагшивать чардж, мне кажется, менее полезно, чем дамагшивать бульдоз пораньше. Потому что ты частично играешь в свои контрпики, потому что Дарквиллу это очень хороший герой против Баратрума, потому что она сбивает чардж. И кусты очень долго в них находиться неприятно, так и цемка. Но если ты замаксишь бульдоз, им будет даже противно на тебя нажимать эти спылы. Они, конечно, захотят нажать их, потому что нужно тебя как-то останавливать, твой чардж. Но когда ты под бульдозом, ну, тебя просто не убить. Вот тут, наверное, да, единственная смерть такая, которую ты сам, скажем так, создал, это попытка убить в соло на Баратруме. И здесь ничего, кроме как умения подсчета урона, я не могу сказать. Это один из важнейших навыков, который должен присутствовать у игроков. Это умение считать урон. Хоть этот момент, он не совсем относится к тому, что ты просто не нажал ультимейт. Это уже нажатие кнопок. Но, тем не менее, из того, что вижу, Квапа по-хорошему, ну, просто блинканется и выживет. Я не думаю, что ты тут убьешь, только если какой-то лаки баш прокнет. Но сама суть Баратрума, что, по крайней мере, после долгих нерфов и изменений его, ну, ему действительно не хватает урона. Или даже по-другому можно сказать, у него урон лимитирован. И ты должен четко знать лимит этого урона, если ты хочешь, да, там прям жестко на Баратруме играть. И это не та ситуация, в моем понимании, где ты можешь чаржиться на Квапу, потому что ты не видишь героев, мало ли ее кто-то сейвит. Даже если, например, тебе бы хватало урона, ну, ты сам понимаешь, что вряд ли он просто так выйдет, понимаешь, что его может убить любую секунду Баратрум.
больше интересная тема — это, наверное, второй предмет, который ты купил, Юл. И я прекрасно отдаю себе отчет, что Юл сам по себе на паратрубе не так плохо. Дает монопол, дает монореген, дает МС. Ты можешь себя подсейвить, можешь нажать на вражеского героя, в частности, например, на Урсу. И это неплохо, действительно. Но задумайся вот о чем. У тебя герой все еще с лимитированным количеством урона. И ты, покупая подобные предметы, ты снижаешь какой-то свой пик силы. Потому что, например, если бы ты купил второй шмот Калатар, я бы сказал, вообще ни один герой против тебя уже на карте не может появиться просто. Ты просто жмешь чардж с лотаром, въезжаешь, там где-то 500-600 урона ты внесешь просто с чарджа плюс баша, дашь ему тычку с атак-спидом, дашь ультимейт, еще пару тычек, очень многие герои от этого просто погибнут. А если у тебя еще и будет союзник надо, 100% смерть. Но сам по себе Юл, он ничего этого не дает. Он не настолько увеличивает его урон. Может ли тебя спасти Юл? С одной стороны, да. С другой стороны, например, против Фростбайта или кустов Дарквиллов у тебя есть бульдоз. Тебе не нужен Юл, чтобы якобы сдиспелить. Нет, ты в любой ситуации должен быть под бульдозом. И здесь тоже выбор уже таланта важен. Например, ты взял талант на 45 урона. Это по-своему, да, это крутой талант, очень большая цифра. Таких цифр на 15 уровне почти ни у кого нет в доте. Но 3 секунды перезарядки бульдоза — это то, что делает этого героя невероятно имбовым, особенно если ты рано или поздно еще купишь Акторин. Ты не представляешь, насколько противно играть в этого Бартрума. Им придется либо и покупать Юл, а проблемы Юла в нынешней доте у него очень маленький кастрэндж, и не все герои его хотят покупать. Либо ты рано или поздно еще можешь купить БКБ, и тогда у тебя будет с лотаром и атак спид, и ты врываться можешь, потом ты берешь Акторин, у тебя меньше КД на чардж, у тебя меньше КД на бульдоз, у тебя меньше КД на ульт, и ты становишься очень таким плотным, дамажащим кором. А когда ты берешь Юл, оно как-то не очень выглядит. Не говоря уже о том, что, все же с лотаром у тебя больше атак-спида, а Баратруму очень важен атак-спид. Третья шмотка, ты берешь лотар, за это, соответственно, тебе респект. В доте, в принципе, когда мы говорим про какие-то тимфайты на высоком уровне, в частности, очень хорошо игроки понимают свои роли. То есть это ворваться героем, который может застанить, и героем, который может наносить урон, под это нанести, соответственно, урон. И, в частности, твой билд, он говорит о том, что ты можешь начинать драку, и, соответственно, тебе важно будет просто не умереть. И здесь единственное, что могу посоветовать, это просто следить за позицией своего кора, который наносит урон. То есть здесь, в частности, ты даешь чардж, но у тебя фантомка, она была в стане от Curse Crown. И, соответственно, чуть-чуть ей не хватает, чтобы блинкануться. Если бы ты чуть-чуть подождал, то эта квапаба, она бы склеилась уже прям тут. Но видишь, какая неудачная, скажем так, стечение обстоятельств, потому что стан от чарджа фантомка не успевала заюзать, ульт ты нажал хороший, фантомка не нажала БКБ. Но мы можем, бесконечно уповать на ошибки других, но важно, что ты можешь с этого момента вынести, это просто задуматься. Если ты герой, который со станом начинает файт, ты всегда должен следить за тем, чтобы по твой стан наносился урон. И если этот урон не нанесся, то, вероятно всего, виноват ты. В данном случае, ты только чарджем, грубо говоря, подруинил. Ультимейт неплохо, тут ошибается фантомка. Но суть, я надеюсь, ты уловил. Потому что, может, ты играешь на Магнусе, может, ты на Кентавре мид играешь, может, ты играешь на Эмбере. Практически каждый раз, когда мы нажимаем спелл, мы должны понимать, для чего этот спелл был нажат. И, в частности, любые спеллы, которые нажимают файт, они должны быть под дамедж. Третий реплей у нас играет, возможно, кому-то известный даже, если это, конечно же, он, Пилот Бейкер, он же Слава. Я видел твоих пару статей, если это ты. На самом деле, респект выражаю. Всегда люблю почитать на досуге подобные статьи, так что keep doing what you're doing, bro. Играет на Кентавре у нас человек, возраст 10 лет, ММР 5600, 11 тысяч часов в доту. На самом деле, наверное, среди трех этих реплеев здесь больше всего какого-то импакта словесного могу дать, потому что, если первая игра, да, когда МР пониже, ты ограничиваешься какими-то базовыми советами, над чем есть смысл поработать, и когда человек над этим поработает, то, естественно, повышается уровень деталей. Второй реплей был Баратрум мид, и игра где-то простая. Плюс, опять же, Баратрум — это не такой тяжелый герой, как какие-то другие, но не забываем о вещах, которые все равно присущи многим героям. То есть, например, герой, который инициирует, всегда должен думать о том, чтобы под него шел дэмэдж. И, соответственно, третья игра, она здесь более интересна, потому что, наверное, и больше вещей, с которыми я менее согласен. И, соответственно, будем идти по порядку. Первое, Кентавр — это герой у нас, который обладает, наверное, одним из самых больших количеством ХП на первом уровне, но весьма малым количеством армора.
Поэтому в нынешних реалиях всегда на нем стартует с кольцом защиты. Ring of Protection за 175, который дает 2 армора. Очень важная деталь, потому что это настолько сильно увеличивает эффективное ХП относительно всего у Кентавра, что игнорировать это глупо. Ну, как минимум одно кольцо брони. И второе, соответственно, аспект. Я не буду, скажем так, осуждать тебя за выбор данного аспекта. С этим аспектом тоже можно играть. Но нынешняя дота, она очень много о том, что произойдет, если ты, например, останешься один, или что если у тебя что-то пойдет не так. Сейчас очень редко стараются сделать так, чтобы ты якобы 100 на 100% выиграл линию, а если ты ее не выиграешь, то якобы нужно было играть лучше. Нет, ты всегда пытаются оставить план Б. Сейчас на Кентавре чаще максят пассив. И у нас еще сейчас в мете особенно силен доминатор, и это еще все стакается. То есть ты Кентавр, ты покупаешь Helm of Dominator, у тебя много брони, много хп-регена, ты начинаешь очень эффективно фармить лес и крипом себе помогать, чтобы снести тот же тавр. И, соответственно, очень мало сейчас людей играют вот через подобный билд. То есть это через второй спелл и двойной брейсер. Особенно, тем более, ты играешь с пуджом. Если честно, линия очень нестабильная, хоть в целом вы постояли неплохо, потому что, да, сейчас на экране, например, пудж хукнул Shadow Demon, вы сделали килл, но если всмотреться в твой крипстат, у тебя очень-очень мало крипов. И это в целом связано также с тем, как ты думаешь, что ты должен лейнить. Потому что в эту линию ты должен был прийти и просто постоянно пытаться на реаграх стоять. Ты отагриваешь крипов на своего ренджа, чтобы оттянуть линию, чтобы тебя не бил Shadow Demon, чтобы тебя не спамила фантомка. Потом, если ты видишь, что рейндж крипа пытается задинать фантомка, ты подходишь ее станешь, добиваешь рейндж крипа, спокойно отходишь под своего крипа. Да, тебя на вот этом стрейфе могут словить, но это там, где тебе по-хорошему должен как-то помочь пудж. Он там или хукует, или выходит, начинает вонять на кого-то. И, соответственно, вот так вы и лейните. А если посмотреть результат вашей линии, если бы у вас не было вот этого килла, то у тебя 10 крипов. И это, ну, как минимум говорит о том, что у тебя не супер стабильный лейнинг. Да, здесь сейчас вы неплохо разменяетесь 2 в 1, и, ну, за это как бы стоит респектовать. Вы на лимитах, так сказать, сделали неплохие 3 килла в целом. Но все равно нужно задуматься о том, как именно лейнить правильно, то есть через реагры в частности. И что будет, если этих киллов не будет. Потому что если этих 3 киллов не будет, ну честно, у тебя 10 крипов, у тебя ну вообще ничего не будет. И у тебя нету шанса на камбэк, потому что ты играешь через билд второй, первый, соответственно, нейтралов ты фармишь очень-очень медленно. Простыми словами, обычно рекомендуют посмотри за прочником и скопируй билд. Но для тех, кто хочет стать более сильным игроком, все же рекомендую, да, посмотреть, как играют через пассивку, как лейнят через пассивку, и выбрать более, так сказать, стабильный путь, потому что, ну, нынешняя дота позволяет тебе задуматься о том, что будет, если ты останешься один на линии, когда у тебя 4-я позиция пойдет ровень, что будет, если ты чуть-чуть проиграешь линию, потому что, ну, просто плохо сыграешь, такое тоже бывает. Плохо реагришь, плохо крипов добиваешь. И за счет этого, ну, любая игра, она возможна становится. То есть даже самая плохая игра на линии, ты все равно можешь ее поиграть. Потому что, ну, здесь, как вы сами видите, вот пудж ушел, и вот что делать Кентавр? Напоминаю, на 5-й минуте у Кентавра было 10 крипов, на 8-й минуте 17, ты не можешь фармить. И именно поэтому, ну, стоит задуматься об айтем-билдах. Дофармливаешь блинк, фармишь его еще отходя на базу. Это на самом деле, ну, такая микродеталь, о которой многие не задумываются. Но представьте себе ситуацию, когда вы знаете, что вот-вот у героя будет блинк. То есть вы это просто чувствуете, может, вы хорошо знаете тайминги героев, может, еще что-то. И этот герой, вот он фармил, и вдруг резко исчез. И вы такие, ну это же бред, он же пошел гангать, он же идет куда-то с блинком. Но в данном случае, когда ты немножко заранее отходишь в лес, еще даже, да, там 100 голды у тебя до блинка, энеми уже заранее начинает задумываться, блин, а где он? А его уже так долго нету. Непонятно. И, соответственно, шанс реализовать блинк или даже просто наличие потенциального блинка у вас, оно создает некий прессинг на хороших игроков. Соответственно, ну, это такая микродеталь, ее по-разному можно реализовать, но тем не менее. Единственный нюанс, который могу подметить, это, ну, все же, если ты уже купил блин, то его нужно думать о том, как его реализовать. Это может быть иногда смог, это может быть иногда просто быстро под тебя могут прийти, что угодно. Но согласись, немного странно, что ты купил блин, его команда ждала, а реализации, ну, как бы от тебя его нет. Сейчас идешь под Дишрака, тоже под одного из своих сильных героев, вдвоем вы убиваете Магнуса. После байбека вообще все замечательно, на самом деле. Ну, лучше не придумать. Сейчас еще бьете вышку. Ну и здесь, если честно, вот эта атака, это
просто очередной, так сказать, показатель того, как важно, ну, скажем так, считать урон и считать героев. Потому что, с одной стороны, Лишрак прыгнул, и не так все плохо, да? Но вот не было у него, к сожалению, маны на стан. Соответственно, нету маны на стан, ШД себя прячет, вы его не убиваете, и вас убивает шейкер. И на эту ситуацию можно по-разному смотреть, мол, а зачем, нужно ли было ли вообще прыгать, и так далее, и так далее. Но если простыми словами объяснять, то по-хорошему вы просто должны были бить вышку, если кто-то подходит, вы нападаете. И вас должно быть больше, потому что, ну вот, например, Абадон. Вот он с радиком, он купит радик, он может к вам прибежать, и вы тут деретесь. Вот он, 4 Пудж, который вообще играет как кэрри, он, смотрите, куда пошел фармить. И, с одной стороны, это твоя ошибка, что ты прыгнул, но, с другой стороны, ну, тоже нужно отдавать себе отчет. Ну, что это такое? Пудж 4 пошел фармить лес. Ну, кому такой пудж нужен? Команда тоже должна понимать, что сыграя они тут чуть-чуть получше, потому что мы же знаем, что Магнуса нет. И вы тут всех убьете, вы тут снесете тавер, в худшем случае будет какой-то трейд. Дальше, соответственно, мы играем игру, сейчас все летят в бот на какую-то драку, полетели на эту драку, убили Рубика, убили Shadow Демона. Все замечательно, ты покупаешь Bloodmail. Bloodmail, с одной стороны, очень классная шмотка. Это, ну, чуть ли не одна из самых важных шмоток для Кентавра. Но будем честны, есть большая разница, когда ты покупаешь Bloodmail на Кентавре рано, он помогает тебе фармить, и он помогает тебе драться. И когда ты покупаешь Bloodmail поздно, особенно вот с таким билдом, и тебе не в кого его вязать. То есть, если задуматься немного, вот в кого тут ты нажмешь Bloodmail. Ты можешь прыгнуть в Shadow Demon и нажать Bloodmail, но урон тебе он не добавляет, если Shadow Demon с тебя с пыла не будет зачем-то нажимать. То же самое с Шейкером, то же самое с Магнусом, то же самое с Фантомкой. Ты сам по себе Bloodmail в этой игре, в моем понимании, он может только помогать тебе фармить. Ты же не будешь покупать шмотку, которая помогает тебе фармить на 18 минуте. И поэтому здесь я бы, скорее всего, задумался либо купить, например, Crimson, чтобы Фантомка не могла убивать твоих саппортов, либо купить Пайп, который как бы неплох шейкера, либо купить уже там какую-то более такую интересную шмотку, которая увеличивает урон. В данной игре, в частности, я вижу, что ты хочешь инициировать и увеличивать выживаемость своей команды. То есть ты покупаешь там Блинк, Пайп, то потом ты должен задуматься о выживаемости, чтобы тебя не убила Фантомка. То есть это уже будет, скорее всего, либо там Кираса, Шива, либо БКБ, либо Гост и так далее, и так далее. И если уже смотреть на еще тайминги, которые тоже очень важно в доте, если мы говорим про высокий уровень игры, важны не только предметы, которые ты сам покупаешь, а как они еще стакаются с таймингами твоих тиммейтов. То я вот, например, нажав на Лишрака, вижу, что у него тайминги такие, что он хочет купить хпшку, плюс лайфстил, это Bloodstone, и он как бы жирный, но у него 0 армора. И вот уже кажется, ну а что там шейкер, даже если прыгнет Лишрака, нанесет там 600/1000, ну, точнее, дефис 1000 урона, и если ты на него повесишь Crimson, то Фантомка его не убьет. Единственный нюанс, это, конечно, да, Shadow Demon, контрит Crimson, и ты будешь по-своему прав, но здесь уже вопрос того, где и как вы деретесь, потому что Shadow Demon тоже иногда не супер просто под шейкером успеть нажать Crimson и так далее. И, соответственно, ваш заход на гору. Заходы на гору, сразу скажу, это всегда типа очень тяжелая тематика, потому что слишком много факторов влияет на заход на гору. Это и могут ли тебя как-то отспамливать, могут ли тебя поменять позицию, это там бэтрайдеры, магнусы, тиники, пуджи и так далее, и так далее. Могут ли твоего героя заберстить, есть ли у вас тотем и так далее. По моей практике и в принципе на нынешних реалиях всегда сейчас стараются заканчивать игру именно со вторым Рошаном, потому что есть баннер. Баннер позволяет постепенно сломать этот тавер, соответственно, крипы зайдут на гору, крипы начнут давать вижен, и все станет проще. Для тебя единственное, что важно помнить, это то, что в частности, когда ты заходишь на гору, первое, ты не должен прям прыгать глубоко и без причины. Ты должен задуматься о том, а что произойдет, если какой-то герой подойдет и нажмет кнопку моего героя. Вот такого героя ты по-хорошему должен прыгнуть. Ты не должен позволять на инициаторе людям прыгать твоего героя. И, соответственно, если бы там какой-то Рубик или ШД подходил к твоему Лишраку или Абадону, который пушит, ты должен был бы в них инста-прыгнуть. Единственное, что у них не обязательно саппорты должны подходить, а, например, тот же Магнус будет вывозить. И здесь ты на Кентавре, на самом деле, ты почти никогда не успеешь среагировать на это, ничего ты не попишешь. Вы забираете Рошана, и, соответственно, стремитесь к хайграунду. Все же вот у вас идет момент, когда игру вы хотите выиграть.
ты просто ждешь, ребята ворвались, ты сбил шейкеру прокаст, здесь все замечательно, но, к сожалению, вы погибаете. Ты тоже мог не умирать, но если посмотреть на эту ситуацию, да, то это лишь вопрос того, как мы встаем вот этими всеми героями. То есть, например, Пудж, он просто сам ошибся, он мог либо скушать, либо хукнуть Лишака, либо просто позволить Магнусу вывести Лишака, потому что здесь Абадон бы щитком его подсейвил, соответственно, Лишак бы выжил, Пудж бы сделал свою работу. Ну и дальше, соответственно, тебе бы, если бы помог Джакира, который пытается зачем-то спасти людей, вот этих вот двух, то, соответственно, ты бы, например, убил бы с ним Шейкера и так далее, и так далее. То есть я не буду разбирать весь этот файт детально, здесь просто суть в том, что все должны сделать свою работу. Ты свою работу, в принципе, сделал. Есть респект. Команда у тебя, к сожалению, ошиблась. И, соответственно, есть небольшое изменение того, как ты сейчас можешь действовать. Это у тебя герой из инициации превращается в контр-инициацию. Если делить, да, там прям четко понимаете по ролям, кто что делает, то у нас есть обычная инициация, у нас есть танки, у нас есть дэмэдж-дилеры, у нас есть контр-инициация. Контр-инициация — это как раз герои, которые что-то делают после атаки на твоих союзников. То есть это, например, Black Hole можно контр-инициацией назвать, Blink, Ravage можно контр-инициацией назвать. Ну и Кентавр, соответственно, который может после прыжка на его союзника нажать блинк и сейф, это тоже контр-инициация, потому что потом у тебя герой сидит в телеге, он вообще неуязвимый, и он начинает наносить большое количество урона. Это вот файт, в котором ты начал заниматься не своей задачей. То есть у тебя с появлением Аганима все, просто дай им нападать на твоих коров. То есть даже этого Джакира тебе по-хорошему нету смысла сейвить, пока в него не прыгнет фантомка. Ты, соответственно, прыгнул, нажал телегу, ну и вот эта телега простояла, ты причем так и не посадил Джакира на нее. Ну, мне кажется, если прыгаешь, то уже нажми кнопку. Естественно, стампит тоже нажал. К чему я это, говорю, чтобы, может, я как-то не ясно объяснился. Ты должен понимать четко, от кого ты сейвишь. А ты сейвишь именно от героев, которые наносят летальный урон. А летальный урон не наносит Шейкер. Летальный урон наносит именно фантомка. Да, Шейкер где-то тоже, если у него там Шива, Кая, Рефрешер, 25-й, двойная пачка крипов, он тоже нанесет летальный урон. Но будем реалистами, здесь уже вопрос только, зачем ты сам стоишь по двойной пачке, да? Ну, тиммейту ты задаешь, типа, ты же знаешь, что там Шейкер. В целом ты сейвишь только от фантомки, поэтому тот факт, что ты сейвишь от Шейкера Джекироса, ну, как бы смысла мало. Пусть там Пудж прыгнет, пусть там Абадон прыгнет, пусть они сейвят и дерутся. А вот уже ты от фантомки сейвишь. Какие тебе БКБ, теперь ты не можешь умереть. Соответственно, фантомка напала с Шейкером на Лишака, ты подсейвил, ну вот это да. Это очень больно, ничего тут с этим не поделаешь. Это тот факт, что у тебя все же не хватает армора в лейте. А армора тебе не хватает прежде всего не потому, что какие-то там детали есть, а прежде всего потому, что у тебя мало нетворса, у тебя 20 тысяч. А мало нетворса, потому что early game неправильно был сыгран. И это всегда вот так вот друг на друга настакивается, поэтому, ну да, очень больно бьет фантомка, возможно, у нее там рапира. Нет, даже без рапира просто. Ну и здесь, соответственно, вы их просто за то, что они передавили, Абадон танчит, и вы их тут чейн станете. Минус Магнус, минус Шейкер. Ну, в общем, дальше уже, опять же, я показывать не буду. Это конец игры, в принципе, сами видите по дайбу. Вот, собственно, ребят, все. Я надеюсь, что информация, которую я поделился, была полезна. А вы напишите в комментариях, если что-то упустил. И не забывайте отправлять ваши реплеи, если хотите еще, чтобы ваш реплей был также просмотрен.